Всем привет! На днях мне удалось приобрести видеокарту Sapphire Nitro Plus RX 590 GME на 8 ГБ после майнинга. Внешне она схожа с RX 580 и 590 Special Edition этого же производителя. Данная видюшка была выпущена преимущественно для китайского рынка. На ней имеется два разъема питания на 8 и 6 пин, а также возможность переключения BIOS. Давайте посмотрим с помощью GPU-Z ее характеристики. Графический процессор здесь 14-нанометровый Polaris 20, аналогичный тому, что идет на картах RX 580. Установленные чипы памяти согласно приведенной информации Samsung. Теперь перейду в диспетчер устройств и проверим, как отображается видюшка в системе. В целом здесь все хорошо и каких-либо ошибок нет. С помощью программы Formwork выясним, насколько стабильно она работает и как сильно греется. По истечении 15 минут работы ее средняя температура составила порядка 78 градусов. При этом на графике большие колебания не наблюдаются. Дополнительно проведу тестирование с помощью бенчмарка Superposition. Чтобы побольше нагрузить память и вообще видюшку, из выпадающего меню выбираю режим 8К и выполняю запуск. Работа приложения занимает порядка 5 минут и по итогу выводится информация с результатами производительности. В моем случае представленные значения немного занижено, в силу дополнительной нагрузки, обусловленной записью выводимого изображения на экран. Помимо тестов глянем, как карта ведет себя в играх на примере Forza Horizon 5. В моем случае, погоняв часок, ее температура составила в среднем 66 градусов, а значение FPS колебалось около 40. Правда, в некоторых моментах падало до 29. Так как на карте имеется два BIOS, переключу на второй и посмотрим, что из этого выйдет. Запускаю системник и, как видим, вертушки на видюшке стартовали, а вот изображения на экране нет. В таком случае отсоединяю HDMI кабель от карты и подключаю его в разъем на материнской плате. После загрузки операционной системы захожу в диспетчер устройств. Тут видеоадаптер отображается с ошибкой 43, что в текущем случае является следствием перепрошивки BIOS под майнинг. Конечно, можно зашить работающий в первом режиме, но я решил обратиться в техподдержку Sapphire. Через день после запроса они мне его любезно предоставили. Как выяснилось, у данной карты два BIOS. Каждый из них отвечает своему положению переключателя, и различие между ними заключается преимущественно в частоте. Имея на руках заводскую прошивку, с помощью GPU-Z на всякий случай сохраню текущую. Для этого, кликнув по данному значку, выбираю первый пункт и указываю путь, куда разместить файл, название которого при желании можно сменить, после чего нажимаю «Сохранить». Перепрошивку выполню с помощью программы ATWinFlash указанной версии. Прежде кликаю по данному экзешнику, где в консольном режиме устанавливаю драйвер, требуемый для работы. Теперь запускаю от имени администратора основную программу. Как видим, видеокарта в ней отображается. Здесь также можно выполнить сохранение BIOS, нажав клавишу Save и произведя аналогичные действия, которые я представил для GPU-Z. Кликаю по клавише Load Image и указываю путь к файлу с большей частотой, так как с меньшей уже зашит и неплохо работает. Теперь нажимаю Program. В этот момент на компьютере я не рекомендую делать что-нибудь еще параллельно. По завершении выводится окно, что BIOS успешно зашит. Далее, согласно приведенной информации, перезагружаю компьютер. По возобновлении его работы перехожу в диспетчер устройств. И как видим, теперь видеокарта работает без ошибки 43. А если посмотреть в GPU-Z, ее значения частот стали немного выше. Собственно, теперь при подключении к ней монитора она выводит изображение. Думаю, интересно узнать, какой теперь результат покажет видюшка в бенчмарке Superposition. Проведя в очередной раз данный тест, значения увеличились, но не столь сильно. Закончив с программной частью, разберу карточку, чтобы посмотреть на ее состояние и, конечно же, обслужить. Для этого откручиваю винты, фиксирующие бэкплейт. С обратной стороны находится китайская термопрокладка серого цвета, которая, даже если она новая, при демонтаже часто рвется. Теперь выкручиваю оставшиеся винты, фиксирующие радиатор. В целом видюшка попалась не сильно грязная. В глаза здесь бросаются два чипа памяти, залитых по краям компаундом. И еще один наверху, который сильно потемнел от перегрева. Охлад тут тоже не очень загрязнен и имеет лишь небольшой налет пыли. Старые термоинтерфейсы заменю на новые, правда тоже китайский, толщиной в 1 мм. Почистив карту, устанавливаю термопрокладки. Теперь наношу термопасту.
Обслужив и собрав видеокарту, проверю ее работу в программе FurMark. Сразу после запуска теста температура начала достаточно быстро расти, а спустя пару минут составила порядка 81 градуса. Причина, по всей видимости, вызвана тем, что прокладки должны быть 0,75 мм, а так как у меня они немного толще и при этом очень жесткие, то это дает такой результат. За отсутствием требуемых я воспользовался жидкой термопрокладкой, о которой рассказывал немного ранее. На компьютере вновь запускаю FurMark и посмотрим, даст ли это какой результат. Теперь нагрев ГПУ идет медленнее, и спустя 15 минут среднее значение температуры находится около 77 градусов. Что касается производительности данной карточки по сравнению с RX 580 и 590, то она находится примерно посередине между ними. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.